Посмотрите на этих красавиц. Вау. Ох, друзья, ничего себе у нас дорожка к следующей цели. Посмотрите. Вот такой вот подвесной скрипучий мост. Мы увидим стену из латерита. Сейчас я попробую найти. Тут все такое заросшее, что... Вот она, посмотрите. Вот она, стена наверх уходит. У нас внизу какой-то песок, глина, а сверху вот просто сплошным слоем идут огромные валуны из песчаника. А мы с Яной радостно, весело шагаем по 40-градусной жаре среди камней, колючек. Вот стоит ступа, наполненная, смотрите, человеческими костями. Древние кхмеры не использовали раствор, то есть все эти кирпичи связаны между собой какой-то смолой, смолой неизвестного растения. А, кстати, а внутри какая-то конструкция из кирпича. Это могила. И вот это вот у нас пьедестал, и на нем стояла какая-то немыслимого размера статуя. Вот они внизу, эти узоры, еще тоже не оформленные полностью. Больше всего оно напоминает пирамиду Такео. Ну, то, что это недострой, я думаю, так вам понятно, да? Уходит, естественно, еще очень глубоко под землю, потому что вы видите, что забор-то засыпан под макушечку почти. Уже все неправильно, уже все неверно. Так не бывает. Ну, а мы, короче, сейчас едем в какое-то удивительное место. Опять какой-то недострой находится, ну, в общем, не так далеко, больше часа ехать. Какой-то изумительный храм из розового песчаника, опять же. Посмотрим на очередной шедевр, который, как я, правда, прочитал, совсем недостроен. Ну, недостроенных зданий у нас здесь в Камбодже, храмов, не храмов, этого уж мы не знаем, их тут сотни, тысячи. Вот, и сегодня мы посмотрим еще одно, но по пути мы обязательно заедем в несколько, опять же, построек, в которых мы никогда не были. Я не говорю храмы, потому что первое место, куда мы поедем, это совершенно точно не храм. Что это за загадочное место, вы сейчас узнаете. Посмотрите на этих красавиц. Вау. Вот это да. И еще одни. Чего только не увидишь в этой Камбодже. Не знаю, вот там школа, и очевидно это имеет отношение к какому-то празднику школьному. Вот так вот у нас тут весело, ребят. А мы уже почти приехали к первой цели. Вот, осталось ехать буквально 5 минут. Так, ну вот мы свернули уже с главной дороги, действительно с главной, одной из главных дорог Камбоджи, шестая дорога, она, ну, грубо говоря, от Пномпеня через Сiem Reap до тайской границы она ведет. Ну вот, и свернули мы в сторону. Я здесь уже был, причем я даже точно знаю дату, когда я здесь был, это было 3 мая 24 года, мой день рождения. В Камбодже, помимо так называемых храмов, вот этих вот гигантских храмов, как Бантейчма, Анкор, Приакан Кампонсвай и так далее, существуют еще и постройки совершенно неизвестного предназначения. И вот сейчас мы как раз проедем к такой постройке, ну, вернее как, называется она Бантей-Сра. А Бантей это у нас означает крепость, цитадель. Вот, кстати, проезд вот здесь, да, ага. Вот сейчас мы проедем, ага. Крепость, цитадель, и это действительно, очевидно, была какая-то крепость. Короче, это прямоугольное сооружение, с одной стороной 600 и второй стороной 650 метров. Петропавловская крепость у нас 900 метров в длину и 500 метров в ширину. А здесь у нас 600 на 650, да, то есть сопоставимо по размерам. Сейчас тут ездить не очень удобно, мы, наверное, сейчас припаркуемся где-нибудь в тени. О, вот здесь вот. А дальше пройдем пешочком. Тут недалеко. Здесь ненадолго, потому что не так уж много здесь есть чего смотреть. Просто объект интересен своей уникальностью. Мы видим здесь, судя по всему, ров, да, который его окружал.
Ну, однозначно, да, конечно, это был ров. Тут рвы, кстати, были очень глубокие, но засыпы тоже очень хорошие здесь, в Камбодже. И по этой причине рвы представляют из себя лишь небольшие углубления. Вот, а вот сейчас мы увидим стену из латерита. Сейчас я попробую найти. Тут все такое заросшее, что... Вот она, посмотрите. Вот она, стена наверх уходит. Это была стена крепости. А само пространство крепости, вот оно, прямо мы уже зашли в крепость. Крепость точно ориентирована по линии восток-запад, север-юг, да, без каких-либо сбоев. То есть совершенно точная ориентация. И вот это вот все пространство гигантское, да, вот оно окружено стеной из латерита. Видите, были у них крепости мощные оборонительные сооружения. Как я вам уже сказал, мы только что съехали с главной дороги. Так вот, эта главная дорога, она и в древние времена была главной дорогой, и 1000 лет назад она была тоже главной дорогой. Поэтому предполагается, что здесь находился гарнизон войск, который, возможно, защищал Анкор. Ну вот, смотрите, вот он, латерит. Вот, пожалуйста. Из этих вот кусков, из этих блоков и собрана эта стена. В прошлом году, когда я здесь был, я все объехал практически по периметру, да, посмотрел внимательно. Поискал все эти блоки из латерита, многие нашел. Вот по этой тропинке я, кстати, не ходил. И здесь я, наверное, ничего больше и не найду. Вот в эти колючки я точно не полезу. Но я сейчас как раз иду по этой крепостной стене, которая вся, конечно, заросла. Вот опять же крепость окружал ров. Ну, к этому мы привыкли, да, любая постройка здесь в Камбодже, она либо окружена рвом. Ух ты, тут заросли-то. Вот он, латерит, да, по которому я только что проходил. Они эти блоки. Все окружено, либо окружено рвом, либо в наличии имеется большой водоем, что тоже, конечно, является большой загадкой. Колючка. Очень жестко впилась в ногу. Вот, посмотрите, тоже тут вот они, блоки латерита. Вот они лежат. Вот блок латерита. Потом вот блоки латерита, да, то есть вот эта вот стена 600 на 650 метров, вот она уходит наверх еще, она была высоченная, я бы сказал, да, метров, наверное, 10-8 она точно была в высоту, вообще-то больше, да, вообще-то больше, вот, и с той стороны еще и ров, ну, такая вот интересная крепость. А мы сейчас двинемся дальше. Следующей нашей цели, вот следующей нашей целью уже будет некий храм. Так, друзья, нам чуть-чуть совсем осталось до нашей цели. Едем мы в храм, который находится на вершине горы Пном Камбод. Это вообще вот прям посреди Камбоджи, где-то, где никогда не бывает никаких туристов. Ну, вы уже, я думаю, поняли, что специализация нашего канала – это поиск как раз таких объектов, где туристов не бывает. Я чего вот тут подошел, посмотрите, вот тут тоже такой холм, очень интересно он сделан, в смысле образовался. У нас внизу какой-то песок, глина, а сверху вот просто сплошным слоем идут огромные валуны из песчаника. Очень интересно. Вот, но это я так отвлекся немножко. А мы сейчас поедем все-таки дальше к нашей цели, до которой осталось уже совсем чуть-чуть. Тут навигатор предложил 9 минут пешком, ну, либо поехать в объезд. Мы, конечно, поедем в объезд пешком, мы не пойдем. Вот ехали мы, и вдруг увидели вот эти вот ворота, на которых написано Пном Трумбат Criminal Genocide Site. Да, то есть место какое-то связанное с геноцидом во времена Красных Кхмеров. Не знаю, что это, выглядит очень заброшенным. Давайте прогуляемся, посмотрим.
Там домик для духов стоит. И вот ведет такая вот одинокая тропинка. Я так понимаю, что красные кхмеры, наверное, здесь убивали людей. Обычно такие вот мемориалы устанавливаются в тех местах, где найдены массовые захоронения людей. В печальном состоянии этот монумент. Надписи у нас только на кхмерском. Вот стоит ступа, наполненная, смотрите, человеческими костями доверху. Сейчас я с той стороны посмотрю. А вот здесь можно заглянуть. Ну, нет, не доверху она заполнена. Здесь просто вот какой-то земляной холм. И там тоже много остатков человеческих костей. А вот наверху, посмотрите, сейчас я... Вот, пожалуйста, видите? Вот это жертвы красных кхмеров. Жесть. Да, вот такой вот мемориал просто посреди ничего. Тут помойка, видите? Помойка и даже мусоросжигательное какое-то устройство. Что за домик? Тут, по идее, подразумевался какой-то, судя по всему, музей, но ничего не вышло. В общем, непонятно, ребята, что это, что случилось с этим местом, почему его так забросили. Где же наша цель? Мы сейчас все пытаемся найти, видите, ту гору, на которой находятся, собственно, остатки одной из построек древних. Ну, там, не знаю, датируется более чем 1000 лет. На самом деле, у нас тут с датировками в Камбодже очень большие проблемы. Заблудились. Google, естественно, совсем не в помощь, как обычно. Забрались черт знает куда. Сейчас вот будем отсюда спускаться. Камни, камни, камни. Камни, камни, камни. Вот, так что если поедете, то лучше сами даже не пытайтесь искать все эти храмы. Обращайтесь к опытным людям, то есть к нам. Не знаю, пишет, что якобы ехать 1 минуту и дальше пешком в гору. Ну вот посмотрим, как получится. Ну давай, садись. Вот сейчас будем искать, где это местечко. Честно говоря, я вообще с трудом себе представляю. Возможно, что Google нас полностью неправильно завел. Красота, конечно, неимоверная, да? Это какой-то вот карьер, судя по всему. Похоже на карьер. Либо заброшенный уже, либо что. Ну, судя по всему, камень тут добывали. Вот, и теперь нам надо не проскочить мимо того места, от которого Google нам предлагает идти. Вон там, смотри, какие валуны гигантские. Мы уже его проехали. Глянь, нам Google предлагал вот здесь подняться в гору. Это нормально вообще? Это ненормально, поэтому давай попробуем все-таки проехать дальше. Ну, блин, судя по всему, храм-то вот здесь, на вершине горы. Я еду. Тихо, держись. Все хорошо. Вот она, гора. И вот она, ее недоступность, так сказать, во всей красе. И как мы тут уж можем забраться? Очевидно, вот здесь. Вот здесь, вот так вот, наверх. А что? Ну, давай проедем еще налево, посмотрим, может там где тропинка есть, которая наверх идет. И такое ощущение, что эту гору всю раздербанили не очень давно. Может быть, тут и была какая-то тропинка наверх, но сейчас ее нет. Да, ребят, вот видите, как оно, искать эти храмы. Вовсе не так легко, как некоторым кажется. На самом деле очень тяжело, потому что сейчас где-то под 40 температура. Ну, правда, ветерок. Местами не горячий. Смотри, новые захоронения. Очень много здесь китайских могил. Тут, очевидно, какое-то население живет вьетнамское. По происхождению, что ли. Ну, либо китайское. Это все китайские могилы, видите? Причем забавно, они все какими-то новенькими выглядят. А их, наверное, просто обновили. Вон там красивый какой утес, посмотри, какой камень свисает. Блин, на него бы забраться, да? Фотки бы поделать.
Вот тут, кстати, шла тропинка через джунгли, грубо говоря. Так, ну вот мы приехали к тому месту, с которого мы начинали, да, то есть по сути мы всю гору объехали вокруг. Мы сейчас заправляемся и, да, сейчас достану деньги. Что там было, я забыл. Что там, сколько? 7900. Прамбунпан. 9000. Окей. Ох, какой сложный процесс. Я? Окей, Акон. Первый раз такой сложный процесс на заправке. Везде народ веселится. Сегодня воскресенье. Вот, сегодня у всех прекрасное настроение. Пивка уже все выпили, наверное, от души. И вообще, в общем, веселятся. А мы все никак не можем найти этот храм. Вернее, мы его нашли давным-давно, мы не можем найти дорогу к нему. Дело в том, что тут еще какие-то карьеры современные появились у этой горы. Google вообще ни разу ни в чем не помог нам, только лишь наоборот. Вот, поэтому мы ищем, ну вот как ищем. Ну что, нам придется мотобайк оставить вот здесь, в тенечке, а сами мы должны попасть как-то вот туда, наверх. Вообще понятия не имею как. Просто пойдем искать тропинку. И это может быть как налево, так и направо, да, потому что перед нами вот она просто стена из песчаника. Вон Янчик идет. Осталось полбутылки воды у нас. Я надеюсь, нам хватит. Красота здесь, конечно, неимоверная. Блин. Очень красиво. Если бы еще не было так жарко. Ты помнишь, мы в храме Бантей-Том находили белые камни? А вот я вижу прям белый-белый. Так. Ну что ж. Вот по таким вот местам мы тут шаримся. Так, здесь, конечно, не пройти. Здесь никак не пройти, тут нет тропинки. Значит, надо влево идти. Поехали? Наверное, надо идти в ту сторону. Так, ну я наконец-то обнаружил тропиночку, которая приведет нас к храму. Вообще обратили внимание, да, какая музыка играет громкая? Камбоджа удивительная страна. Мы сейчас идем в один храм, который хрен доберешься, о существовании которого мало кто вообще знает. В общем, там нашли кое-какие артефакты. И вот я вам их сейчас на экране показал. Вот, находится на вершине небольшой горы. У подножия горы деревня с местными жителями. Ну, посмотрите, тут какие поля вокруг. Ну, а местные жители очень любят громкую музыку. Вот, а мы с Яной радостно, весело шагаем по 40-градусной жаре среди камней, колючек и каких-то артефактов ушедшей эпохи. Вот видите, какое-то тут здание построили из бетона. Зачем? Нам уже не понять. Ну, я думаю, где-то, наверное, опять же, какие-нибудь 60-е годы. Кстати, а внутри какая-то конструкция из кирпича. Это могила. Слышь? Это, кажется, могила. Это не здание какое-то, а это прям мавзолей. Там могила, причем еще так интересной елочкой сделан свод. Давайте посмотрим со стороны. То есть вот это вот реально кто-то сделал тут типа мавзолея. Нам прямо. Там еще туда тоже. Не, я уже нашел дорогу. Я уже посмотрел, я знаю, куда идти. Знаю точно, да? Или я сделал вид, что я знаю. Блин, колючками разодрал себе палец. Ладно,
А, у меня и в ботинок колючка попала. Все. Ходить тут очень экзотично, я вам скажу. Места совершенно дикие. Казалось бы, вон они, деревня, да. Казалось бы, цивилизация рядом, да. Но отошел буквально на 100 метров и все. И попал в какие-то дикие совершенно места. Вот сюда нам идти. И вот впереди уже выросла башня. Сейчас мы к ней и отправляемся. Вон кругом тоже камни, камни. То есть вот посреди всех вот этих камней все это было построено. Здесь, кстати, интересные камни. Помимо обычного песчаника, однослойной такой структуры, да, однородной, вернее, структуры. Здесь есть еще и такие камни с огромным количеством маленьких камушков. Вплоть до мраморных, кстати, вот. Вот. Интересно. Это как-то все на дне древнего моря формировалось, да, то есть мы сейчас на дне какого-то древнего моря находимся. И вот когда-то там зачем-то древние влепили вот эту башню. Башня у нас датируется, никак она не датируется, ребят, ну 10-11 век, как обычно. Я все время в своих видео говорю о том, что с хронологией большие проблемы и трудности. И датировка, скорее всего, все-таки неверна. А куда идти-то? А вот. Вообще какой интересный камень, посмотрите. Тут прям вообще очень красиво. А вот это вот водяная эрозия. Вот это водяная эрозия. Тут кирпичи валяются, ну вот уже остатки. Остатки древней постройки, пожалуйста, в ассортименте. Тут что-то было из кирпича, вот это я не знаю, что из бетона. Резервуар какой-то был построен, тоже, наверное, какие-то красные кхмеры. Красивый камень. Красные кхмеры или позже. Но так как это сейчас не используется, то я подразумеваю, что это было либо до гражданской войны, либо во время гражданской войны. Тут мин очень много, потому что на всех горах, холмах красные кхмеры скрывались. Отличный постамент. Слушай, розовый песчаник, посмотри. Розовый песчаник чистой воды. Да, самый труднообрабатываемый. И посмотрите, как тут отлично все обработано. Вот тут потрогать это просто гладко до невозможности. Не, пойдем дальше. Там дальше нет колючек. Мы сейчас к башне выйдем, не бойся. Посмотрите, какое качество. Это просто идеально. Просто идеально. Так, ну вот тропиночка. Вот и тропиночка, а вон башня торчит. Давайте к ней подойдем. В общем, башня у нас 10 век, предположительно. Ну, вообще она может быть и 9, и 8, и 7, и 6. Тут в Камбодже, знаете. С хронологией все очень плохо, потому что ну, практически никаких сведений нет. Вот. Вот здесь пойдешь аккуратно, потому что тут ну, они не такие уж острые, но лучше их не прикасаться к этим колючкам. Посмотрите, у нас здесь основания из латерита, причем такие очень мощные блоки. То есть это прям древность. Дело в том, что чем ближе к нашему времени, да, тем меньше блоки. Латерит уникальный камень, да, добывают его по ночам. По ночам он мягкий, а после добычи на воздухе, на солнце он затвердевает и становится твердый, как гранит. Ну а здесь башня, она построена из кирпича. И тут же сразу мы видим что-то, чего мы не видели нигде. Ну вот Яна подтвердит, Яна вся недовольна, потому что ее колючки заколючили. Вот, Яна подтвердит, что она нигде ничего такого не видела. Ты помнишь, что-нибудь такое, вот кирпичная башня, вот такая полуколонна, с такой капителью? Вообще не было, нигде, никогда. Она, конечно, недообработана, вот здесь вот видно, да, вот мы видим опять вот эти следы из каменоломни непонятные. Непонятно, каким инструментом оставлены. Вон там еще куски. А тут, барельеф, ты посмотри, был фантастический. Вот здесь на капителе.
На капителе был прекрасный барельеф, отличного качества. Здесь тоже был 3D, ну просто поверьте, мы хорошо разбираемся в камбоджийских барельефах. И уже по таким обломкам можем представить себе, как это выглядело изначально. Здесь тоже все обработано супер. Посмотри, вот эти все углы, никаких сколов по краям. Ну, в общем, не доделали, да? Не доделали. Очень интересно. Как лепка выглядит, да? Но это не лепка, это самый настоящий песчаник. Внизу вот постамент. Тут это лучше не все не трогать, потому что колючки очень острые. Но вот можно посмотреть, насколько тончайшая работа здесь была тоже. Внизу все геометрически точно, красиво. И зубилом и молотком, конечно, вы с такими задачами не справитесь. Вот, кстати, пол из латерита, да, вот такая плита идет из латерита. Но тут вот все основание из латерита, но так как мы на вершине горы, то есть, соответственно, и засып приличный, все это засыпано. Тут люди сложили кирпичики старые. Это очень качественные кирпичи, да? Себе, блин, тяжеленный, я не знаю, сколько он весит, килограмм 4, что ли. А маленький, по размеру маленький. А по весу прям огромный. Ну и давайте внутрь заглянем. Здесь у нас, смотрите, опять неизвестная природе и науке деталь. Вот торчит кусок песчаника, вот торчит кусок песчаника. И вот торчит кусок песчаника. Что здесь было, я не знаю. Наверное, была какая-то перемычка. Почему так низко? А почему так низко? Если вот эта перемычка, то тут метр 10 от силы получается расстояние. То есть вход в этот храм был где-то 1,10 м. Я просто не знаю, вот эта плита, если она действительно формировала дверную коробку или ее уже потом сюда кинули. Потому что, ну, правда реально, ну, очень странно, да, 1,10 м высота, ну, может, 1,20 м, хорошо. Кладка, конечно, вся идеальная. Не придерешься, да, древние кхмеры не использовали раствор, то есть все эти кирпичи связаны между собой какой-то смолой. На самом деле это только недавно выяснилось. До этого вообще не могли понять, на чем держатся эти кирпичи. Но вот в Южном Лаосе, там тоже есть камбоджийские храмы, там проводили как раз исследования этого неизвестного связующего вещества, которое не раствор, и выяснилось, что оно представляет из себя смолу какого-то неизвестного растения. Мне тяжело говорить, меня прям глаза заливает потом. Температура 40 градусов. А тут такое ощущение, что есть раствор. То есть вот это такое ощущение, что реставрация более поздних эпох. Не знаю, все очень сложно. В Камбодже очень сложно что-то распознать. Наверняка отцепи от меня эту колючку, пожалуйста. Вот как-то убери. Вот там с плеча тоже. О. Вот такой удивительный. Вот фальшивые двери опять у нас, да? Никаких украшений вообще нет. И вот тут вот еще такой орнамент, да, как крест инков. Можно сказать, часто встречается у нас в Камбодже такой орнамент. Вот. И, соответственно, опять же, фальшивые двери со всех трех сторон. То есть с восточной стороны у нас вход обычный, да. Опс, колючка. Слушай, только что проходили, здесь все было нормально. Они как будто выросли. Ладно, сейчас выскочим и все. Все, зона свободная от колючек. Сейчас я еще загляну, что тут за бетонный пол. То есть я так понимаю, что либо в 60-е годы, либо во времена красных кхмеров здесь это пространство каким-то образом использовалось. Смотри, тут еще один бассейн бетонный, такой полуразрушенный. Ну что, друзья, посмотрели мы на эту изумительную башню. И пора двигаться дальше, потому что время-то идет, а планы у нас еще очень большие. Мы сейчас хотим добраться до одного очень и очень интересного храма. Впрочем, я надеюсь, что этот вам тоже понравился. Ох, друзья, ничего себе у нас дорожка к следующей цели, посмотрите. Вот такой вот подвесной скрипучий мост. Жесть, конечно. Господи, куда нас только не заведет кривая в поисках новых храмов.
И вот посмотрите, где мы ездим. Такие вот удивительные места. Аутентичнее некуда. Ну вот, приезжайте к нам. Мы вас тоже по таким местам покатаем. Хотите индивидуально, приезжайте. Если вы один, то я вас могу на заднем сиденье мотобайка покатать. Ну, а если вы умеете водить мотобайк, то можете вообще его взять в аренду. Едем теперь вот по такой сельской дороге с коровами. Вон они, красавицы, гляньте. Худенькие, ой, какая красавица. А ты чё, к нам хотел? Хотел боднуть нас, видишь, немножко, поиграть. Ух ты, сколько их там. Ой, во рту все пересохло, воды у нас мало. Что-то мы как-то не запаслись опять. Кругом, видите, высохшие, пересохшие поля, потому что сейчас у нас... Что у нас сейчас? Начало апреля. Ну, короче, самый жаркий месяц в году сейчас, поэтому температура где-то в районе 40. Не проверял сегодня. Вчера было 39, ну, сегодня, наверное, то же самое. Вряд ли меньше. Вон какой канал, смотри, так и хочется в него нырнуть. Летом здесь снимать невозможно. В начале осени тоже, ну, вот где-то только с ноября можно будет опять начинать снимать. А так будет все сезон дождей. Мы остановились, чтобы чего-нибудь попить. Собачка сразу слиняла на всякий случай, да, какие-то непонятные палки высовывают. Давайте. А это, кстати, бензин, это не питье, если что, да. Если вы вдруг здесь окажетесь. Так, нет. А, там? А, я думал, обычно у них питье вот в таких ящиках хранится. А мы вот... Да? О, теплое? Нет, холодное, холодное. Давай, бери чего-нибудь. Упс, мы взяли колы и мы взяли водички. И осталось нам ехать где-то, ну не знаю, километр, может быть. Приехали. Мотобайк нас кое-как довез. Кругом красота, поля, жарища. И вот он, этот изумительный комплекс. Называется Прасад Прам. Не путать с Прасад Прам, который находится в Коке. Тоже изумительный комплекс, состоящий из 5 башен. Да, Прам по-кхмерски значит 5. Ну вот мы, собственно, здесь и должны увидеть, очевидно, 5 башен. Построен он из розового песчаника. Вот он. Это один из самых твердых сортов. Это уже не розовый песчаник, но какой барельеф. Какой барельеф. Посмотрите на эту красоту. Господи. Да, часто мне пишут люди в комментариях, почему это не в музеях, почему это валяется просто на земле. Люди, сотни тысяч этих всех барельефов разбросано по стране. И, к сожалению, никаких музеев не хватит. Да, тут у нас интересная конструкция. Это прям вообще незавершенность по полной программе. Это прям очень интересный храм получается у нас. Давайте начнем сначала. Начнем с ограды. Тут, кстати, реально все из розового песчаника, посмотрите. Это прям как Бантейсрей. Бантейсрей самый красивый храм в Камбодже считается, да, с самой изумительной резьбой. Тоже построенный из розового песчаника. Исследователи ломают голову, как вообще можно было изготовить барельефы в этом храме. Ну, кто был, тот знает, да, кто смотрел наши видео, тот тоже знает, что повторить это в наше время вообще не представляется возможным. Используя любые современные методы, вы не сможете повторить ни одного барельефа из храма Бантейсрей. Вот, посмотрите, у нас тут идет ограда из латерита. Вот она. И она вся засыпана. Видите, какой засып. Засып прямо аж под самую верхушечку. Вот. Это все вниз обрывается. Ну и там, наверное, был ров. Ну, скорее всего, там был ров. Как правило, все храмы окружены рвами. И вот мы здесь видим, значит, вот такие здания из розового песчаника, которые совершенно не закончены. То есть тут мы видим промежуточный этап работы. Вот так выглядели эти здания посреди процесса строительства. Слушайте, ну вот это оно вообще непонятное. Я ничего не понимаю. Я что-то запутался уже, смотри.
Вот здесь у нас вход. Не, давай определимся, а где вообще восток. Вот там у нас сейчас запад, да, вот это запад. Ага, значит, это не главный вход, значит, это библиотека. И вот там еще тоже библиотека. Все, определились. Башни были вот здесь. Вот у них был вход с востока. Раз башня, два башня, три башни. Видите, от них не очень много осталось. Давайте же с башен тогда и начнем наш осмотр. Вот тут мы видим йони. Очень интересные йони. Опять же, розовый песчаник. Слушайте, очень редко можно увидеть детали из розового песчаника в храмах. Тут все обработано очень как-то так грубо, да, непонятно. Вот эта внутренняя часть. Ну и потом уж совсем грубыми методами они выбили вот эту вот круглую историю. То есть что-то сюда вставляли. Лингам, не знаю. Вот в этом постаменте стояла какая-то невиданного размера статуя, потому что вот эта вот выемка под основание статуи, да. И вот это вот у нас пьедестал, и на нем стояла какая-то немыслимого размера статуя. Сам пьедестал изготовлен, как обычно, идеально, промышленный способ. Все очень скучно, идеально, как обычно у древних. Ну, собственно, к ионе тоже тут особых вопросов нет. Да, вот прикольно, вот этот, знаете, розовый песчаник практически не поддается эрозии. Очень мне нравится его изучать, но это уже что-то из более современного искусства, да, это у нас бетон. Так, хорошо, заходим в центральную башню, тут же видим какой-то элемент очень странный. Тоже, видите, следы недоделок опять на каждом шагу. Вот тут у нас, посмотрите, как хорошо, четко обработаны все вот эти вот линии, когда-то были, да, а вот тут вот не дошлифовали. То есть вот это вот должно было подвергнуться еще финишной обработке. То есть тут такая должна быть полукруглая история. Вот, и ну так она должна выглядеть примерно, да, как вот здесь. Или как вот здесь. И также вот здесь. Но не доделали. Кстати, редко увидишь дверную коробку с такими недоделками. Вот здесь тоже, видите, внутри тоже все должно было быть отшлифовано. Но тоже не доделали. То есть этот храм прям вообще жутко недоделан. Как обычно. Кстати, дверная коробка, глянь, она составляет одно целое с порогом, да, вот эта часть дверной коробки. Сколько она метров? Где-то 2 метра высотой. Вот она идет вниз, тоже обработки мы никакой не видим. Это, кстати, у нас не розовый песчаник, а серый. И вот тут никакого соединения. Вот порожек, это одно целое. Кстати, такое встречается только в очень старых храмах. Этот храм не датирован, естественно, вообще никак. То есть, ну, говорят, 10-11 век, на самом деле, да, это очень многое списывает на 10-11 век. Скорее всего, конечно, более ранняя постройка. Вот тут, кстати, опять безобразно вырубленная история под дверь. Да, тут вставлялись какой-то деревянный замок был, я не знаю, что тут было, но, в общем, такое встречается в храмах. Это всегда вырублено очень безобразно, что свидетельствует о более поздних мастерах. Ну, а здесь дверная коробка не была, вернее, не дверная коробка, да, а вот эта вот, скажем, правая часть дверной коробки, она... нет. Я вот тут, кстати, не очень понимаю. Давайте посмотрим. Даже очки сниму. Я не могу понять. Ой, господи. Нет, это стык. Нифига себе стык. Вот это стык, оказывается. Вот это стык. Можете себе представить, вот это вот стык. То есть вот эта вот часть, она была отдельно. Тут мы видим порожек. Вот он. Это одна часть вместе с левой частью, да, левая часть и порожек, а правая у нас идет. Я не понимаю, если честно. Вот смотрите, я вам тут наснимал, а вы уж поймите. Но я вот тут вот, колючка, четко вижу стык. Вот он. Я не вижу его продолжения здесь. Но вот здесь я его опять вижу. Я что-то ничего не понимаю. Моих мозгов не хватает для осознания того, как это было сделано. Но, в общем, все равно впечатляет, согласитесь. Здесь тоже такие недообработанные
штуки, которые составляли стены, очевидно. Да, вот этой башни. А, ну да, конечно, вот фальшивая дверь. Вот фальшивая дверь. И, кстати, очень безобразно сделано. Вот здесь как все сделано, четко, идеально. Вот эти вот округлости мне очень нравятся. Вот эти вот острые углы. Попробуйте повторить в розовом песчанике современными методами. Вот эти вот пропилы внутри. Вот, посмотрите, кстати, в разрезе, как это выглядит, да? Вот они, вот эти все пропилы тончайшие. Местами очень тонкие пропилы. Вот они. Везде, везде, везде. И тут мы переходим вот сюда, на внутреннюю часть, и она сделана уже как-то совсем не так изящно. То есть какие-то другие люди уже пришли, да, поковырялись здесь. А что у нас дальше? В этой башне у нас осталась только вот эта дверная коробка, которая, судя по всему, тоже недоделана, да, вот эта верхняя часть должна быть, очевидно, спилена, срублена. Вот, кстати, отверстия, да, они у нас есть всегда и везде. Всегда и везде. Неважно, какого века у нас храм, у нас всегда есть эти странные отверстия. Вот тоже, видите, вот они как срезали. Вот оно пришло из каменоломни, вот в таком виде, а потом они вот здесь каким-то хитрым образом все это срезали. Но видите, тут, конечно, никаких следов ударного инструмента вы не найдете. То есть тут неизвестным инструментом на самом деле все это сделано. Не зубилом и молотком, конечно. Ну вот тоже колонна недоделанная. Все недоделанное. Вот они следы из каменоломни, да, когда поступали эти блоки на стройплощадку. Так, это мы уже в левой башне находимся. Здесь тоже недоделанная колонна. Видите, кругом недоделанные колонны. Так, друзья, у нас батарейка села, как обычно. Ой, не батарейка, вернее, села, камера перегрелась. Ну, неудивительно при такой прекрасной в кавычках погоде, поэтому пришлось нам на полчасика прерваться и дать отдохнуть. Ну вот здесь у нас был вход в комплекс, да, вот мы находимся как раз перед центральной башней. Какие-то непонятные штуки из розового песчаника, вернее, в смысле понятные, да, мы подобные узоры видим везде в Камбодже, просто я не очень понимаю, где находились вот эти вот короны каменные. Вот тут еще одна лежит, она уже сильно отличается от той, которая рядом, а вот тут рядышком я нашел одну незавершенную, опять же. То есть они все это по месту делали. Они не откуда-то привозили, а делали по месту. Вот смотрите, вот они внизу, вот эти узоры, еще тоже не оформленные полностью. Ну вот посмотрите, вот здесь, видите? Это опять к разряду, там, вот, к вопросам лепка, литье, да, нет. Мы везде находим тысячи, десятки, сотни тысяч вот этих вот незавершенных деталей, которые совершенно точно неизвестным нам инструментом обрабатывались. Вот посмотрите, как это выглядит, вот верхняя поверхность. Ну, вот. Тут идут вот такие полосы, и идут еще вот так вот полосы, да, и горизонтальные, и вертикальные. А здесь уже попытка придать форму. Ну, в общем, полная незавершенка. Хотя внизу, как мы видим, да, узор они уже практически завершили. В общем, начали снизу, а сверху еще ничего. И тоже вот эти вот отверстия совершенно непонятные, совершенно бесполезные, ну, скажем, для целей переноски они не годятся вообще никак. Да, и отверстия мы видим везде. Вот валяется блок. Он вообще еще никак, ни в каком месте мы не видим, чтобы он был приспособлен для того, чтобы быть установленным в этом храме. Да, но вот отверстия мы видим. Здесь мы видим два маленьких вообще отверстия, которые как будто бы вот начали делать, но потом бросили. Ну, то есть отверстие – это самая большая загадка. Тут уже 150 лет умные головы над этим думают, и так никто ни разу никакой еще съедобной версии не придумал. Вот это здание у нас характеризуется как библиотека. Это не библиотека, понятное дело, да, то есть никто не знает, для чего нужны были эти здания. И оно прям совершенно необычное. Больше всего оно напоминает пирамиду Такео. Ну, то, что это недострой, я думаю, так вам понятно, да.
Эти вот блоки, они совершенно не обработаны, но им уже придана какая-то форма. Так, тут сейчас солнце светит так неудачно, что мне надо куда-то отойти, чтобы вам было лучше видно. Вот сюда, например, вот они. Эти блоки очень мне напоминают какую-то Южную Америку, если честно. А вот тут что за полоски? Как так получилось? Вот это песчаник, а это у нас, ну, типа лишай какой-то, да? Лишай, плесень. И почему-то это идет вот так вот полосками. Смотрите. А вот здесь у нас линия прочерчена. Линия прочерчена. И не знаю я, как это образовалось. Ладно, не будем заморачиваться. Какой-то естественный процесс, возможно. Вот такие вот блоки очень напоминают пирамиду Такео. Посмотрите, у меня есть фильм про пирамиду Такео. Там совершенно незавершенное строение в центре Анкора. И блоки очень и очень похожи. Пирамида Такео у нас тоже датируется где-то X веком, да? Так же, как и вот это здание. Но я говорю, это все очень условно, все эти 10 века очень условно, это может быть и век какой-нибудь 5, потому что никаких свидетельств того, что это было построено в то время, у нас нет. Даже если вы где-то прочитаете, что есть, на самом деле нет. На всех этих стеллах пишется все, что угодно, но ничего не пишется о строительстве. Да? Вообще вся история Камбоджи, она пишется на основании стел найденных, каменных стел. Их чуть более 1000. И вот по ним всю историю Камбоджи очень стройненько расписали. Ну, наврали, конечно, с 3 короба. Вот, посмотрите, какой необработанный блок. Это вообще все чистенько не обработано, да? А здесь уже все идеально, гладко, ровно. Очень хорошо, очень хорошо. Ну вот я просто подобрался с задней стороны. Здесь лучше видно, здесь камера лучше снимает. Вот посмотрите, там вот эти вот отверстия, как слуховые окошечко. Таких отверстий я не видел нигде. Это опять что-то необычное, да, как я постоянно в каждом видео не устаю повторять. В каждом храме мы находим что-то, чего мы не видели ни в одном из других храмов. Вот, построено это все вперемешку, как вы видите, из латерита и из песчаника. То есть вполне может быть, что на самом деле вот эти блоки из песчаника — это более ранние вещи, да, которые какая-то предыдущая цивилизация бросила, потом вторая цивилизация пришла и построила уже здание из латерита. Латерит более простой камень, в добыче как минимум более простой, в обработке тем более, потому что его добывают в мягком виде, да, ему можно сразу придать необходимую форму. И потом он уже застынет и станет вот таким вот твердым, да, вот основание этого храма — это у нас все латерит. Уходит, естественно, еще очень глубоко под землю, потому что вы видите, что забор-то засыпан под макушечку почти. Сколько там, 2 метра? Ну, наверное, 2 метра. Вот все эти блоки шершавые, необработанные. Все они по типу полигональной кладки, естественно, лежат. Да, то есть все блоки разные. У них есть какие-то замки, которыми они цепляются друг за друга. Ну, давайте сейчас к следующей библиотеке пройдем. Хотя нет, давайте еще здесь посмотрим. Дело в том, что вот эти 2 здания, называемые библиотеками, вот то дальнее, куда мы еще пройдем, и вот это, которое мы сейчас исследуем, они разные, совершенно разные. То есть здесь есть какой-то странный предбанничек со стороны, казалось бы, главного входа в библиотеку, а главный вход в библиотеку, он всегда противоположен главному входу в святилище. Вот эти 3 башни, да, у них восточный вход, в библиотеке должен быть западный. Но здесь полное нарушение правил, потому что с запада мы попадаем в какую-то прихожую, которая утыкается просто в фальшивую дверь. Вот. Абсолютно не обработанную, кстати, фальшивую дверь. Ну и тут что-то было. Не знаю, что тут было. Углубление, по крайней мере, мы видим. То есть тут что-то было. Ладно. Вход у нас получается с той стороны. Уже все неправильно, уже все неверно. Так не бывает. Ни в каких других храмах мы такого не найдем. И вот здесь, пожалуйста, у нас вход уже непосредственно в саму библиотеку. Не знаю, стоит ли туда заходить, потому что... Вот. Смотрите, вот они, стены из латерита. А вот тут проем вот, фальшивой двери. Он такое ощущение,
что позже заделан, но может и нет, может быть так изначально планировалось. И вот дальше у нас идут уже блоки из песчаника. Вот видите, граница, вот тут латерит заканчивается, дальше блоки из песчаника. Вот эти слуховые окошки странного очень вида, непонятного. Ну и дальше здесь опять у нас латерит, и внизу основание из латерита, и опять же пространство какое-то, внутри которого было что-то или нет, мы не знаем. Мы знаем только, что все это разграблялось, да, все храмы. Тут видите, местные жители приносят всякие свечки там и прочее. Хотя, вы знаете, раньше они, наоборот, никогда не подходили к этим храмам, они их боялись, считали, что это, что там живут злые духи. Вот, я хотел вам тут еще, значит, что-то показать интересное. Сейчас на что-нибудь обязательно наткнемся. О, смотрите. А тут интересно, действительно, они обозначили рисунок. То есть вот тут, судя по всему, должен был быть барельеф. Ну, вот такие вот барельефы, закругленные, такие кругляши, я их называю. Ну и вот, собственно, они обозначили рисунок чем-то таким очень мощным, острым, потому что я говорю, розовый песчаник очень твердый камень. Вот попробуйте такую штуку гвоздем проделать или еще чем-то. Ну, неважно. В общем, обозначили и дальше не закончили. А здесь у нас все сделано. Причем все сделано опять идеально. Опять вот эти вот. Приезжайте и погладьте. Что называется. Я вам все время это говорю на словах. Но вы сами приезжайте, погладьте. Вот замки. Видите, какие они тончайшие замки. То есть здесь он вообще в ноль выходит. Вот тут начинается. Дальше увеличивается. Ну и на противоположном блоке, соответственно, зеркальный замок. Вот они ложатся друг на друга и все. И их уже не сдвинуть. Тончайшие замки, это тоже, конечно, невозможно в наше время повторить. Без использования каких-то компьютерных технологий, естественно. Ну да, наверное, с компьютерными технологиями это можно. А так вот попробуйте. И они все, вот эти блоки, имеют какие-то замки для крепления между собой. Вот она, вторая библиотека, которая совершенно отличается по типу от вот той. Да, то есть здесь мы заходим с обеих сторон, и с востока, и с запада. Давайте зайдем с востока, пройдем ее насквозь. Вон там тоже, видите, замок. Вот. А во всех камнях есть замки. То есть это не просто так взяли, там камни друг на друга положили. Нет, друзья. Ну вот здесь та же самая схема. Опять идет латерит, и сверху вот эти вот блоки из песчаника, которые я отношу все-таки к более ранним, чем латерит. Ну не я один, знаете, это вообще уже устоявшаяся точка зрения. Вот, кстати, замок. Видите, вот тоже такой изящный замочек, где-то, ну, миллиметра 1,5-2 максимум. Ну и опять вот эти дырки. Причем вот дырки, они же везде, посмотрите, они даже пробиты вот здесь. Вот тут, казалось бы, дверная коробка. Чего забыла здесь дырка? То есть она сделана после того, как уже обработали дверную коробку. Казалось бы, да? Но мы эти дырки видим и в камнях, которые еще не прошли никакой обработки. И вот что с этим делать, не совсем понятно. Ну, в общем, вот такой вот странный этот просад Прам. Очень рекомендую к посещению, потому что, ну, особенно после того, как вы уже посмотрите все самые знаменитые, самые потрясающие храмы Анкора, да, вот приехать сюда и вот обнаружить то, чего вы еще нигде, в общем-то, и не видели. Да, и задаться вопросом, почему, как. Я вот уже 15 лет этим вопросом задаюсь, бесполезно. Ответа нет. Вот видите, тоже вот такие замки между камнями. В общем, все очень хитро. Все очень и очень хитро. А вот тут еще, я вот на что еще не обратил ваше внимание, здесь они уже капитель обработали. Вот, капитель обработали. Причем обратите внимание, опять же, что здание очень сильно под землей. И плюс здесь еще был проем, да, который в итоге оказался заложен стеной. Ну, то есть все эти дверные проемы фантастические. А он фантастический, что там, смотрите, вот они, эти острые углы. Пусть-ка сейчас каменщики выйдут и покажут нам мастер-класс. Возьмут розовый песчаник и вот сделают нам такие пропилы. Капитель сделали. Видите? Причем очень хорошо сделали. Очень хорошо сделали. Очень прям, ну, слушайте, прямо идеально все, идеально. Посмотрите, какие следы интересные.
А? Вот чем они это пропилили? Это, опять же, еще раз повторю, розовый песчаник, твердейший сорт песчаника. Ну вот чем они могли вот такие тонкие и гладкие фактически внутри пропилы делать, вот это непонятно. Они иногда встречаются, да, то есть ты вот так ходишь по храму, и вдруг видишь вот такие странные очень следы. Иногда они бывают глубже. Ну, смотрите канал, много чего можете увидеть, потому что я ничего от вас не скрываю, все показываю. Вот внизу, посмотрите, тоже все обработано было, да? Тоже все обработано. Ну, в общем, тут можно много чего показывать, да. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, уже и все. У нас получился с Яной очень насыщенный день, я бы даже сказал, что чересчур насыщенный, да, уж как мы искали первый храм, это... Мы уже не хотели сюда вообще ехать, вот в этот вот просад Прам, но, слава богу, все-таки добрались. Вот, давайте уже попрощаемся все-таки, потому что нам пора ехать, уже солнце садится, а нам хотелось бы до захода солнца успеть домой. Приезжайте в Камбоджу, можете в индивидуальном порядке, то есть я смогу тут организовать для вас любую поездку к любым достопримечательностям. Ну, не Анкор я имею в виду, а вот именно те места, да, куда вы ни с каким гидом, в общем-то, попасть не сможете. Это можно сделать как на заднем сидении моего мотобайка, так и я могу помочь вам арендовать мотобайк, да, и провезу вас по самым интересным загадочным местам. Плюс ко всему мы организуем групповые туры. За групповыми турами следите в Телеграме, да, телеграм-канал «Друг Аркадий». Кто из вас еще не подписан, обязательно подпишитесь. Там будут как раз новости, касающиеся групповых туров. Это уже будет осень, зима, весна 25-26 года. Вот, мы их запланировали несколько, поэтому вы сможете подобрать те, которые вам наиболее подходят по времени. На Бусти наш канал называется, кстати, тоже «Мир на блюдечке», и ваша подписка на самом деле очень помогла бы нам делать контент, потому что пока что мы только лишь платим, платим и платим. Ну все, ребята, всем пока и увидимся в следующем храме.